Приветствую на канале. Сегодня на обзоре бюджетный эхолот с китайского сайта Temu. Стоимость на момент покупки составляла 45 евро. Эхолот упакован в довольно прочную коробку с дополнительной информацией на ней. Но не упаковку мы сюда пришли смотреть. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри коробки у нас находятся 3 инструкции на разных языках, но они вам не пригодятся, так как далее в видео я расскажу, как подключить и синхронизировать эхолот с вашим устройством. В комплекте также поставляется необычный USB кабель с 3 контактами для зарядки. Само зарядное устройство не предоставляется, придется использовать то, которое есть в наличии дома. Сам эхолот — это герметичная сфера, на которой можно увидеть контакты для зарядки, окошко самого сонара и ушко для крепления. Пластик с виду хорошего качества, посторонних запахов не имеет. Сказать, что ушко выглядит надежно, я не осмелюсь. Пластик-то вроде бы и хороший, но многократно бросать с берега этот шарик я бы не стал, мало ли. Пластик всегда остается пластиком. Сломается и полетит ваш эхолот мерить глубину и искать рыбку без вас. Эхолот активируется при замыкании всех 3 контактов, расположенных на нем. Их можно замкнуть пальцем, и в течение 30 секунд он будет в активном состоянии. За это время к нему можно подключиться и, не опуская в воду, настроить. Как заявляет производитель, эти зеленые чудо-огоньки привлекают рыбу. Но я почему-то в этом сомневаюсь. Корпус герметичный, верхняя крышка не снимается, как у его более дорогого аналога. Есть подозрение, что данный девайс не ремонтопригодный, так как, вскрыв крышку, которая наверняка вклеена там капитально, ее можно повредить, что нарушит герметичность устройства, а обратно приклеить герметично возможно не получится. Вес прибора составляет 85 грамм, а это значит, что если вы ловите на легкие приманки, то вам с собой нужно будет брать палку с большим тестом, только для того, чтобы забрасывать эхолот в воду. А это, как сами понимаете, неудобно и финансово затратно. Заряд, как ни странно, держит хорошо. После тестов дома и на воде заряд батареи остался 100%. Может, батарейка хорошая, а может и глюк программного обеспечения. Далее по ходу эксплуатации будет видно. Теперь поговорим о настройке эхолота. Первым делом скачиваем приложение JoyLog и устанавливаем его на ваше устройство. Перед запуском включаем Bluetooth. Да-да, он работает по Bluetooth, а не по Wi-Fi, как его более дорогой аналог. Далее обязательно включаем геолокацию, так как без нее эхолот у вас не будет работать. Проверил на личном опыте, когда первый раз пытался подключиться. Нажимаем «Начало» и в добрый путь. Теперь что касается тестов. Включил я его сначала дома. Пытался что-нибудь просканировать в воздухе, затем попробовал в ведре с водой. И тест показал, что как будто бы прибор неисправен. В ведре вообще ничего не видел, а в воздухе, проводя низко над каким-нибудь объектом, что-то показывал. Но результат был довольно плохим. Но все изменилось, когда я добрался до водоема. Первый заброс и показания сразу изменились в лучшую сторону. Тестировал я эхолот с пристани, где сразу идет обрыв и должна быть хорошая глубина, что и показал прибор. Глубина более 6 метров. Но дна не видно, по крайней мере на показаниях эхолота. Видны лишь какие-то артефакты сверху. Постепенно подтягиваю эхолот к берегу и пробую поиграться с настройками для получения корректных данных. И вот на 2,5 метра эхолот наконец-то показывает мне дно. Настройки, конечно, так себе. Единственная настройка, которая может быть полезна, это чувствительность. И то не факт, что вы будете понижать ее ниже 100%, так как при понижении чувствительности прибор дает меньше информации о происходящем под водой.
Достигнув берега, эхолот повторно отправляется в воду, так как первые показания мне не понравились. Да и хотелось бы хоть каких-нибудь рыб увидеть, снующих в воде. Второй заброс и 6,4 метра глубина. Чувствительность в половину, рыб не видно. Но зато теперь отчетливо видно верхнюю границу дна и его неровности. Снова подтягиваю прибор к берегу, глубина меняется, и теперь мы видим какие-то артефакты на 3-метровой глубине. То ли это водоросли, то ли мягкое дно из ила. С этим еще придется разобраться. Под берегом эти артефакты становятся плотнее. Значит, все-таки это не водоросли, а ил. Тест проводится зимой, поэтому таких больших водорослей быть не должно. Ну и последний тестовый заброс на сегодня. Теперь я даю возможность эхолоту дрейфовать на глубину, благо морозный ветерок в этом помогает. Меняю чувствительность на приборе, чтобы увидеть хоть каких-нибудь рыб. Пусть даже маленьких, все равно ведь интересно, как они выглядят на этой разноцветной схеме. Но, увы, никаких подводных обитателей не видно. С функцией отслеживания дна пока не разобрался, но как разберусь, обязательно дополню информацию об этой функции. Как думаете, для чего она нужна? Пишите свое мнение в комментариях. А мы продолжаем. Эхолот удалился уже почти на 7-метровую глубину и дальше уплывать не хочет. Как видим, под водой никого и ничего нет, дно ярко-желтое, а это скорее всего значит, что оно твердое. Артефакты сверху, скорее всего, из-за раскачивания прибора на волнах. Потихоньку начинаю подтягивать его обратно к берегу, чувствительность 100%, и видим уже немного другие показания на экране, более яркие и более четкие. Как выглядит имитация рыбы эхолота, можно посмотреть в самом приложении. Там видно и рыбу, и имитацию неровностей дна, и еще много полезной информации для рыбака. И как вывод, сначала планировал отправлять эхолот Blue Joylog обратно продавцу, но после испытаний на воде решил все-таки оставить и потестировать его побольше. Штука полезная, тем более не за все деньги мира, а в рыбалке с лодки очень даже пригодится, хотя бы ради того, чтобы знать глубину на месте лова. Следите за моими видео, думаю, когда разберусь с ним полностью, запишу еще один ролик, как конкретно пользоваться данным эхолотом, как правильно его настраивать, и оставлю свой отзыв, стоит ли он своих денег или нет. На этом все. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видео. Спасибо за просмотр.